Дамы и господа, сегодня мы вам представляем доктора Леррі Майлема, доктора философии, клинические испытания, президента компании New Spirit Naturals, президента Университета натуральной медицины, генерального директора компании New Spirit Naturals. И мы расскажем вам о замечательном продукте Вітабаланс 2000. Welcome, and glad to be here today to speak to you about the Vitabalance 2000. Я всех приветствую, и я с удовольствием сегодня вам расскажу о Вітабалансе 2000. I believe that this is the most advanced vitamin in the world. Я считаю, что это самый крутой витамин во всем мире. Not only does it have unique ingredients, but it has also unique technology. В нем не только содержатся уникальные ингредиенты, но также за ним стоит очень уникальная технология производства. So we will start out with what it does not contain, and then we will move to what it does contain. И мы начнем с того, что мы расскажем, что в нем содержится, а далее мы продолжим, что в нем не содержится. There's no synthetic chemicals or solvents used in the product. Там нету каких-либо синтетических или связывающих составляющих. No synthetic colorings or preservatives. Никаких синтетических наполнителей или разрыхлителей. No synthetic binders holding the vitamin together. Никаких синтетических соединителей. No synthetic coatings or waxes in the product. Никаких синтетических красителей или других добавок. So most vitamins on the market will have a lot of combination of synthetic chemical-based ingredients and coloring agents. Большинство витаминов, которые есть на этом рынке, они содержат огромное количество связующих и красителей. When we say this is a multivitamin, we mean multi. Multi in the marketplace usually means 5 or 6 vitamins. И когда мы говорим, что это мультивитамин, в основном, когда об этом говорят, то в мультивитамине будет содержаться порядка 5-6 различных ингредиентов. This vitamin contains all of the vitamins, not just 5 or 6, but all the vitamins known to be effective and good for human health. Наш мультивитамин содержит все витамины, которые полезны для здоровья. But it also has the minerals in 2 categories. И также содержит еще минералы на 2 категорий. It has the macro minerals that we need in large quantity. Макроминералы, которые нам необходимы в больших количествах. And also the micro minerals that we need in smaller quantities. И также микроминералы, которые нам необходимы в более мелких количествах. But also the third step, it has trace minerals, which are needed in very, very small amounts. А также есть микро-минералы, которые нам необходимы в очень-очень маленьких количествах. In addition to that, we've enhanced it with 25 different active, bioactive botanicals. И в дополнение к этому мы еще туда добавили 25 и больше различных природных трав. This multivitamin is really enhanced with all the B vitamins. И этот мультивитамин, он действительно обогащен различными витаминами В. The B vitamins are associated with enhanced energy, enhanced metabolism, and also carrying other vitamins and protecting other vitamins. Для чего необходим витамин В? Во-первых, с ним связывают дополнительную энергию, и он еще соединяет очень хорошо другие витамины. And involved in many other enzymatic reactions. И также вовлечен в различные ферментные реакции. So you also have, when you look at the B vitamin numbers, usually like 1 through 11, you see that there are a few numbers missing. И когда мы говорим о витаминах группы В, вы, наверное, знаете, что есть различные витамины группы В, и у них есть номера, и там это с 2 или с 4 до 11, и есть некоторые номера, которые отсутствуют. Those numbers have now been eliminated because it was found out either they were not vitamins or they were not necessary for human health. И сейчас удалили эти номера, потому раньше они присутствовали, потому что было понято, что если эти витамины с другими номерами, они или не являются витаминами, или они являются неполезными для человека. So the vitamins number 4, 8, 10, and 11
usually no longer appear in vitamin classifications. То есть витамины В4, 8, 10 и 11, они уже не присутствуют в квалификации витаминов группы В. Some people ask on the bottle, why does it say vitamin 6, B6, and then it jumps to B12, is because those other vitamins are not listed anymore. Некоторые спрашивают, почему есть витамин В6 и следующий это витамин В12, где же другие номера? Потому что эти номера уже были выведены из системы классификации. So the message is it contains all the B vitamins, which are really the most potent and energetic of all the vitamins. Поэтому здесь наша основная цель донести до вас, что витамины В, они очень сильные по своему направленности, и они самые такие витамины, которые приносят нам энергию. Also, it contains vitamin C, but not just regular vitamin C, but a very absorbable form of vitamin C called the calcium ascorbate vitamin C. Значит, также в нем содержится витамин А, и не просто витамин А очень хорошо усваиваемый витамин А, он в форме аскорбата кальция. This is a very bioavailable form of vitamin C that is excellent for the body. Это очень биодоступная формула, которая очень хороша для нашего тела. Also contains vitamin D. Также содержит витамин D. Vitamin D is not really a vitamin, it's more of a hormone. Витамин D на самом деле это не такой уж и витамин, это скорее как гормон. And it regulates the absorption of many other minerals like calcium and magnesium, phosphate and zinc. И он ответственен за усвоение, поглощение других элементов, таких как кальций, цинк. Our main source for the human body is sunlight. Наш основной источник получения витамина D – это солнечный свет. But today, most people are not exposed much to sunlight due to the dangers of skin cancer and other conditions. Но на сегодняшний день люди стараются избегать получать много солнечного света ввиду получения рака кожи и других заболеваний. But this vitamin D is very, very important to the body. So we need to consume it, because most foods have very little vitamin D. Но витамин D является очень и очень важным для нашего организма, и людям необходимо получать этот витамин D, и, к сожалению, в пище почти что очень мало содержания этого витамина. We know that vitamin D possibly affects more of the gene than any other vitamin. Up to 3,000 different genes are related to vitamin D. Мы знаем, что витамин D воздействует на наши гены, он воздействует порядка на более чем 3000 различных генов. Also in this vitamin is vitamin E, a very powerful fat-soluble antioxidant vitamin. Также в этой формуле содержится витамин Е, очень мощный жирорастворимый антиоксидант. So it's very important to protect the membranes in the body from oxidation so that the food can go in and out, the waste out and the good food in. Очень важно помогать защищать мембраны клеток от радикального повреждения, чтобы пища могла входить и выходить, выводя все токсины. Lipids are easily oxidized in the presence of oxygen, so it's important we have an antioxidant to prevent that oxidation. Липиды, они легко повреждаются посредством кислорода, поэтому необходимо защищать их от воздействия кислорода. It's also involved in skeletal functions, in cardiac functions, and smooth muscle functions. Помогает также функциональному поддержанию скелета, сердечной и гладкой мускулатуры. Vitamin E also helps maintain some of the other vitamins like vitamin A, vitamin K, iron, selenium, minerals. Также витамин Е помогает поддерживать запасы витамина А, витамина К, железа. It's also often called a fertility vitamin because it's very effective in reproduction. Также этот витамин иногда называют витамином плодовитости, потому что он помогает в репродуктивной функции. We also know it's a vitamin that is preventative against cancer. Мы также знаем, что это витамин, который предотвращает появление рака. And helps reduce some of the really bad symptoms of like Alzheimer's disease and brain kind of functions. И также помогает предотвратить заболевания мозга, такие как, к примеру, болезнь Альцгеймера. The dementia and Alzheimer's and Parkinson's, these kind of diseases of the brain
are a result of oxidation. So E prevents that oxidation. Деменция, болезнь Альцгеймера и Паркинсона – это все болезни, которые появляются у нас из-за окисления. But now we want to speak also about the minerals in the body. Но также сейчас мы хотели бы еще также поговорить о тех минералах, которые содержатся в нашем теле. Our body contains only about 5% mineral, but these 5% controls like 95% of all body functions. В нашем теле содержится всего лишь порядка 5% минералов, но эти 5% минералов от состава нашего тела, они контролируют 95% всех функций организма. Everything in the universe contains vibrations, including the human body. А все в этой вселенной содержит в себе вибрации, включая наше человеческое тело. And in minerals, they have three what we call distinct categories of frequencies or vibrations. И в минералах, когда мы говорим о минералах, есть три различных категории, когда мы говорим о вибрациях. The first group is the low frequency minerals. Первая группа – это низкочастотная группа минералов. These work chiefly through the autonomic self-governing nerve system. Которые работают в основном через автоматические руководящие венок нервов. These include things like iron, calcium, magnesium, copper, zinc, and manganese. В основном это железо, кальций, магний, медь, цинк и марганец. These minerals basically become the blood and the bones and the basic structure of our body. Эти элементы становятся кровью, телом, то есть основой нашего тела. The low frequency minerals are very, very important because they are our basic structure. Низкочастотные минералы, они очень-очень важны, потому что это основа нашей всей системы. They control basic functions like breathing, heartbeat, our perception of hot and cold. Они отвечают за всю основу нашего организма, за такие вещи, как сердцебиение, дыхание, а также восприятие горячего и холодного. So we think of the low frequencies as kind of like the foundation of life. То есть, когда мы говорим о низкочастотных минералах, мы говорим о них как об основе всей жизни. When we say frequency, we mean the vibrations of these different minerals. Когда мы говорим о частотах, мы говорим о вибрациях этих всех минералов. Since they vibrate at a very low frequency, they are involved more in the solid physical structure of the body. Так как они вовлечены в низкочастотные вибрации, то они вовлекают в себя более такие основные массовые структуры нашего тела. So let's look at the frequency or the sound of this vibration of these low frequency minerals. Давайте посмотрим, скорее послушаем на частоту и звук этих низкочастотных минералов. So you will see that these frequencies are very low. For example, with calcium, the frequency is about 20 cycles a second. Ну и вы, как вы, наверное, услышали, увидели, да, что эти частоты, они очень-очень низкие. Так, к примеру, если взять частоту кальция, то это примерно 20 колебаний в секунду. Magnesium is approximately like 36 cycles a second. Марганец это примерно 30 колебаний в секунду. But these are all in like the low frequency range. Но это все в рамках низких частот. So these are very important for our physical structure, for our heartbeat, for our breathing, for our bones, the foundation of the body. То есть это все очень важно для нашей физической структуры, для нашего биения сердца, для наших костей, то есть все, что является основой нашего тела. So without this category, you will not be able to utilize effectively the second category, which is the mid-range minerals. А без вот этой категории низкочастотных минералов мы не могли бы воспользоваться второй категорией, что является среднечастотными минералами. The mid-range minerals are usually reflective in nature, and they actually create echoes or rings within the body. Среднечастотные минералы – это обычно отражающие минералы, и они создают такие, как эффект эхо в нашем организме. These work effectively through the sympathetic nervous system and responsible for sensations such as hunger and pain and excitement. Эти минералы работают через симпатическую нервную систему и отвечают за такие ощущения, как голод, боль и волнение. These mineral groups are what we call the governing
are the regulatory action group of minerals. Эта группа минералов мы ее также называем руководящей или регуляторной группой минералов. So even your thoughts are influenced by the mid-range minerals. Даже ваша сама мысль или то, что вы можете думать или о чем-то мыслить, оно именно контролируется вот этими среднечастотными минералами. Without this range, your thought patterns will be more slow. Без этих минералов ваша мысль и ваш узор мысли, он был бы очень низким. Minerals in this reflective category will be things like chromium, silver, and nickel. И минералы в этой группе категорий будут такие, как хром, серебро и никель. We're all familiar with chromium, a reflective nature. It's used in cell phones, it's used in automobiles, it's used in appliances. Many things contain chromium. И все мы знаем хорошо хром, потому что хром используется в телефонах, он используется в автомобилях, используется в домашней технике. То есть много-много где он используется из-за своих отражающих действий. This mineral chromium stimulates the activity of many enzymes involved in the metabolism of glucose. И хром, он стимулирует активность ферментов, участвующих в метаболизме глюкозы. It also is very important in transferring and facilitating the transfer of the chromium and the insulin into the cells. И также он является очень эффективным минералом для повышения инсулина, что облегчает транспортировку в клетку. Without chromium, insulin cannot effectively control the metabolism of carbohydrates, and so you have a lot of carbohydrates circulating in the body. Без хрома инсулин не может эффективно контролировать метаболизм углеводов. This leads to high levels of like blood sugar, что приводит к повышенным уровням сахара в крови. And eventually into diabetes. И в конце концов это ведет все к диабету. So in the blood, chromium competes with the iron in the transport of proteins. И в кровеносной системе хром конкурирует с железом в транспорте белка. And is also involved in some of the synthesis of proteins in the body. И также может быть вовлечен в синтез белка. So in the mid-range frequencies, this happens to be 128. So we'll. И если взять вот звук среднечастотных минералов, то вот, к примеру, мы сейчас берем, это 128 Гц. I can still feel it vibrating. This one is vibrating at 128 Hertz cycles per second. Я все еще чувствую его вибрацию. Значит, вот данная конкретная частота была 128 Гц, то есть 128 колебаний в секунду. So remember again, to have a good blood sugar, to have good thoughts, we need both categories, the low and the middle range. Поэтому помните, что необходимо хорошо иметь в правильном соотношении уровня сахара в крови, иметь, чтобы мы хорошо мыслили, и все это вот нам необходимо, для этого нам необходимы первые две категории минералов. The third category of minerals are high-frequency minerals. А третья категория – это категория высокочастотных минералов. And the Vitabalance formula contains over 70 in this category of high frequency. И в Витабалансе содержится порядка 70 вот этих высокочастотных минералов. So this is where I can contribute really the power of a lot of herbs and a lot of plants and foods we eat is if they have the high range minerals present. И, значит, вот в данном случае, как будто вы едите очень богатую всеми минералами, витаминами еду, и это все благодаря вот содержанию этих минералов, высокочастотных минералов. Since these are only needed in very small quantities and occur in nature in very small quantities, they're the first to be lost from the food supply. И так как наша потребность очень-очень маленькая вот в этих высокочастотных минералов, соответственно, пища очень быстро теряет насыщенность этими минералами. So this group of minerals are associated with higher thought. Go ahead. Значит, вот эти минералы, они ассоциируются с такими высокими мыслями. Thoughts of God, ecstasy, meditation, calmness, psychic, intuitive flashes, and also a feeling of oneness with the universe.
То есть такими мыслями, как, к примеру, как мысли о Боге, экстазе, медитация, спокойствие, психические или интуитивные вспышки, и также, конечно, как бы такое ощущение единства себя со Вселенной. So when these are not available, you're never thinking in the higher categories, you're more thinking in the lower things. And some people even relate the lack of these to like depression. И когда у нас отсутствие вот этих высокочастотных минералов, вы не можете думать вот о таких высоких мыслях и как бы спускаетесь ниже по своим мыслям. И зачастую говорится, что если есть отсутствие этих высокочастотных минералов, то у человека возникает депрессия. These are also involved in many higher functions. For example, the uptake and absorption of different foods, the release of hormones in the body, neurohormones at the receptors. So these are involved in the higher nature parts of the human body. Также они вовлечены в различные другие процессы, такие как поглощение и высвобождение гормонов, нейрогормонов, которые воздействуют на наши рецепторы. These are the ones that fine-tune our body. So it's like a fine music. Without the notes missing, you have the beautiful, beautiful sound when you have the higher range minerals. То есть это, как бы назовем это, такие очень такая точная, минералы точные настройки, такие как вот музыка, которая бы нам несла прекрасное музыкальное произведение. So many times a person's body is like a car. It may be not running good, missing some beats in there, but it still runs. But if you have the higher minerals, it's like fine-tuned and perfect, and the car has a natural hum to it. Если сделать пример, то, предположим, вот у нас есть автомобиль, который вроде, да, работает, заводится, но вот как-то он потрясывается, как-то где-то пыхтит, чихтит, то есть вроде, да, можно ездить, но как бы не в идеальном таком состоянии. И вот эти минералы высокочастотные, они приносят в наш организм такую вот точную настройку, когда автомобиль работает как часики, его не слышно, и он такой прекрасно едет. То есть все равно различие как бы большое. So these minerals are again the perfect ones, and we use these in things like meditation, higher thoughts, clear consciousness, and it makes your body really feel good if you have the high range minerals. То есть вот эти высокие минералы нам дают возможность подумать о чем-то высоком, о медитации. There's also many people who believe in what we call the Akashic records, that the record of all history, of all mankind, everything that's ever happened in nature is actually retained within the mineral kingdom. Ну и также очень часто говорят, что вот эти высокочастотные минералы, они связаны с записями Акаши. То есть, что это такое? Это записи всех действий человека, природы, истинного функционирования всех вещей, которые были в прошлом и которые регистрируются именно вот в минеральном царстве, в высокочастотном минеральном царстве. Yeah, in this mineral kingdom, it's why we have a fascination with stones and with quartz and with diamonds and all kinds of minerals, because they are interconnected with the minerals in the body. И вот в этом минеральном царстве мы чувствуем себя ассоциацию с камнями, с бриллиантами, то есть все то же самое, что происходит у нас в организме. And then the last category is what we call the trace minerals, the very, very small minerals that we just need an infinitesimal amount. И последняя категория, значит, минералов, это такая вообще микро категория минералов, которые нам необходимы в очень мельчайших пропорциях. Again, these are the ones that are lost first in our food supply through cultivation, through overuse of the land. So food today does not really taste good, and it really doesn't give it these high category of minerals. И опять-таки это та категория, которую мы теряем в первую очередь в запасах нашей пищи из-за того, что мы культивируем почву уже многое время, и почва наша обеднела, и пища не содержит всех этих минералов, и поэтому там пища наша невкусная и не несет какой-либо пользы. So these higher classifications, you're going to see То есть вот если мы возьмем вот высокую классификацию, высокочастотную, то вот такой звук появляется. This one is vibrating at 528 cycles a second. So it's very, very high, and this is the frequency often referred to in energetics as the frequency of love, fine-tuning the body.
То есть вот здесь частота была 528 колебаний в секунду, то есть такая энергетическая частота, зачастую говорится, что это частота любви. These also, of course, relate to the musical scale. Также она связана с музыкальной шкалой. Now, people ask, why are the minerals in this formula so good? И зачастую люди спрашивают, почему минералы в этой формуле такие хорошие. As you know, minerals are very hard to absorb in the body. Почему они такие эффективны? Как вы знаете, что минералы, они очень трудно усваиваемы нашим телом. Oftentimes, when we get minerals from the earth, they're very, very hard to absorb. Зачастую, когда мы принимаем минералы с пищей, очень трудно их усвоить. We might think of them as like a ground-up rock or some kind of a stone. Можно даже подумать о том, что мы принимаем такой огромный камень или какого-либо другого вида камня. If we consume them in this form, we would probably get 10-15% absorption. То есть, если мы будем принимать их в таком виде, то наша усваиваемость будет порядка 10-15% от всего объема. But this formula contains special, what we call chelated minerals. Но наша формула содержит особую, так называемую хелатную формулу минералов. So it's not just what you have in your diet, it's what you can actually absorb into the body. Так что не так уж и важно, что содержится в вашей диете, в вашей пище, а важно в первую очередь то, что вы можете усвоить. So with these, we want to get the right amount and we want to deliver it at the right time. Так что с нашей формулой вы получаете правильное количество, и которое доставляется в правильное время. We want to make sure they're bioavailable or absorbed into the body. Мы также уверены в том, что наша формула – это биодоступная формула, которая усваивается нашим телом. And this is a process that we call chelation. И этот процесс мы называем хеляция. We add an amino acid to the mineral. Мы добавляем аминокислоты в минералы. And this makes the mineral easier to absorb because amino acids are very easy to absorb for the body. И все это помогает поглощать нашему телу минералы, потому что аминокислоты, они очень легко усваиваемы телом. Through technology, we need to bond the amino acid and the mineral together. Посредством технологии нам необходимо связать аминокислоту и минерал вместе. But it must be the perfect kind of bonding. Но это должна быть идеальная связка. We want it to be bonded enough to carry it into the cell, but also then to release the bond so that you can absorb it. Связка должна быть достаточно прочной для того, чтобы она попала неразрушенной в момент поглощения, и в то же время она должна быть не настолько прочной, чтобы когда мы поглотим этот минерал, чтобы связка разрушилась и минерал высвободился. This chelation allows these minerals then to be absorbed across the gastrointestinal tract. И эта хеляция позволяет попасть этому минералу в желудочно-кишечный тракт. Without the chelation, most of the minerals would just exit on out of the body. Без хеляции большинство минералов, они просто будут также выходить, как попали в организм, так и будут из него выходить далее. So we use these very small agents, they're usually less than 1,000 Dalton, to bond these minerals. И мы используем вот эти вот очень маленькие частички, обычно это меньше, чем 1000 дальтонов, для того, чтобы связать эти минералы. And these will usually carry a neutral charge, so they're not repelled by the body, which oftentimes has a different charge. И они должны быть еще нейтрально заряжены для того, чтобы не повлиять каким-либо образом на наш организм. Also, this formula contains 4 special amino acids. Также эта формула содержит 4 особых аминокислоты. The first of this is glutamic acid. Первая – это глютаминовая кислота. This is a very important brain neurotransmitter. Это очень важный нейромедиатор для нашего мозга. It helps in the synaptic nerve system of the brain. Он помогает поддержанию синаптических нервов в нашем мозге. It helps in the learning and memory cycles of the brain. Помогает, является основной частью обучения и памяти. And as an amino acid is very, very important, especially for people who had illness. И это очень важная аминокислота, особенно для тех людей, у которых есть какие-либо заболевания. If you're recovering from some kind of trauma or surgery,
or, for example, bone marrow transplants or chemotherapy, this is a very, very important amino acid. Если вы сейчас находитесь в период, особенно важна эта кислота, если вы в периоде реабилитации после какой-либо травмы или болезни, или операции, или пересадки костного мозга. The next amino acid is arginine. Следующая аминокислота – это аргинин, который содержится. This gets converted into a very powerful neurotransmitter called nitric oxide. Значит, аргинин конвертируется в Amino acid for immune function. очень важная аминокислота для иммунной системы. It also helps prevent breakouts from like herpes simplex. Также помогает предотвратить прорыв простого герпеса. And if you don't have enough lysine, you may experience more stress, more anxiety. И если у вас нет достаточно этой аминокислоты, то вы будете подвержены большим уровням стресса и тревоги. The next key amino acid is methionine. А следующая важная аминокислота – это метионин. This is involved in many functions in the body. Она вовлечена во многие функции в организме. Very effective for building and also our critical proteins and our hormones. Очень необходимо и важно для строительства, как строительный блок для критических белков и гормонов. Helps eliminate cysteine in the blood, so it reduces the people with allergies. Помогает в снижении уровня гистамина в крови и, соответственно, помогает уменьшить аллергии. This is also a very effective amino acid for getting rid of heavy metals in the body. Также очень помогает в освобождении от тяжелых металлов из организма. And also very effective in people that have tremors, mood swings back and forth, or cannot sleep properly. Often it's a deficiency in methionine. И также помогает в снижении симптомов дрожи, неустойчивым перепадом настроения, расстройстве сна. Это все вот именно нехватка кислоты метионина. There's another category that this vitamin contains that most vitamins do not, and it's called the lipotropics. А есть также другая категория, которая содержится в Витабалансе 2000, и большинство мультивитаминов не содержит эту категорию. Она у нас есть, она называется липотропики. This lipotropics helps break down and burn fat into metabolism in the body. Эти липотропики помогают разбивать и сжигать жир во время метаболизма. So this is going to give you like energy levels. То есть это все будет вам давать уровни энергии. And also help prevent like fatty liver. И все это будет предотвращать такую, скажем, жирную печень. Because when we eat a lot of proteins, we need to get rid of the ammonia and other not so good parts of proteins, and this helps eliminate those. И когда мы едим жирную пищу, значит, нам необходимо предотвратить все эти амины и другие побочные продукты белкового пищеварения. So this whole category is breaking down the fats, also assisting them in getting out of the body, getting rid of the toxic compounds, getting rid of the heavy metals, and also killing off some of the parasites and things that are involved in yeast and other things, taking away your energy. То есть все это помогает нам расщеплять и усваивать жир, предотвращаться от других побочных эффектов от белкового пищеварения, а также предотвратить себя от грибковых каких-либо попаданий, заболевания, и также предотвращать потерю энергии. Also, Vitabalance 2000 contains a citrus bioflavonoid complex. Также Витабаланс 2000 содержит цитрусовый комплекс биофлавоноидов. These bioflavonoids help prevent like platelet aggregation, sticky blood in the body. Эти биофлавоноиды помогают предотвратить слипание бляшек в крови. And people a lot of times will have pains or like leg pain, other kinds of leg cramps due to the lack of the good citrus bioflavonoid complex. И зачастую у людей есть боли в конечностях, боли в коленях.
это все очень часто связывается с отсутствием цитрусовых биофлавоноидов. So they're basically keeping the capillaries of the body very clean, and where the blood flow can go through, the cell can receive energy and food, and the waste can come out. То есть они помогают капиллярам оставаться очень чистыми, не загрязненными, чтобы наша кровь могла легко протекать через них. Also, we have 25 plus natural herbs in the product. Также в формуле содержится 25 различных природных трав. So again, most products might have one or two. This one has 25. Опять-таки, большинство витаминов на рынке будут содержать одну или две различных природных трав. У нас почти свыше более 25. And these 25 are divided into 5 different categories. И эти 25 они поделены на 5 различных категорий. The first is the aromatic categories, the one you can really smell. They have the strong, pleasant scent. Первая это категория, это ароматичная категория, которую вы можете понюхать, которая приносит такой приятный запах. These are things like ginger, peppermint, garlic that you can really smell. Это такие вещи, как имбирь, мята, чеснок, то есть то, что вы можете действительно понюхать. They stimulate your digestion, they fight infection, and they also help in circulation. Они стимулируют пищеварение, борются с инфекцией, помогают избавиться от паразитов. The next is the mucilaginous herbs. These are herbs that usually swell in water and provide like some thickening in the body. Следующая категория это слизистые травы, которые обычно набухают в воде и становятся больше. These are herbs like aloe vera, herbs like echinacea, fenugreek, kelp, dulse. All of these cause a little bit of natural thickening. Это такие травы, как алоэ вера, хиноцея, пажитник, ламинария, то есть все те травы, которые набухают в прикосновении с водой. So they help the body in natural elimination of waste. То есть они помогают нашему естественному выведению шлаков. The third category is what we call the nutritious herbs. Следующая категория так называемые питательные травы. These are items like acerola, barley, broccoli, cabbage, carrot, cauliflower, many different foods that we know are very good for us. Это такие травы, как яцерола, ячмень, брокколи, цветная капуста. Yes. And the next category is the category of bitters. И следующая категория это категория битеры, что дословно переводится как горькие травы. These usually, if you taste them, have a bitter taste. Это обычно травы, которые, если их попробовать, они будут иметь горький вкус. They stimulate secretion of bile in the body. Они стимулируют выработки секреции желчи. They help purify the blood. Помогают очистить кровь. And they help us have a better appetite. И помогают нам иметь хороший аппетит. These are things like licorice, pumpkin, barberry, golden seal. Это такие вещи, как лакрица, золотая печать, барбарис. And the last group is a group called astringents. И последняя категория, последняя группа, это так называемые вяжущие. These tighten and tone and contract the tissue. Значит, они сжимают и тонизируют наши мышечные ткани. And they boost our natural detoxification. И они усиливают нашу естественную детоксикацию. These are things like red raspberry, golden seal, white willow, black walnut. Это такие вещи, как красная малина, овчарка лекарственная, golden seal, белая ива, черный орех. So very effective at actually detoxification. То есть очень полезно при детоксикации. So also the theory, the whole vitamin formula is balanced according to the 5 theory if you've studied Chinese medicine. И также вся наша формула, она основана и произведена на основе баланса 5 элементов, те, кто знакомы с китайской медициной. So just as the earth has a water element, we have a water element in our body. Так же, как и Земля содержит водный элемент, также наше тело содержит водный элемент. Our water element is our circulatory system, flushing all the body. Наш водный элемент в теле – это наша
циркуляторная система, то есть мы его выводим. We also have, according to Chinese medicine, a fire system. Также в соответствии с китайской медициной у нас есть элемент огня. Fire in our body is our digestion, the burning of actual food. Значит, элемент огня – это наше пищеварение, то есть мы расщепляем, сжигаем пищу. We have a wind system, and the wind system of the earth, but in the body, the wind system is the respiratory. Также есть элемент ветра в китайской медицине. В нашем теле это наша дыхательная система, наши легкие. We need the natural gases for the lungs, and then we expel out other gases. Нам необходимы натуральные газы, потребление и поглощение натуральных газов, но также нам необходимо выводить газы. And the last one we call is the storm system. И следующий элемент мы называем это элемент шторма или грозы. So sometimes the earth storms, we see the storms, the lightning, the volcano activity, lots of the earth trying to rebalance itself. Зачастую, когда мы говорим о шторме или о грозе, если это связать, допустим, с землей, то примером будет извержение вулкана, какие-то штормы, грозы, то есть когда земля пытается сбалансировать саму себя. In the body, storm means there's imbalance. Значит, в нашем теле шторм будет означать, что у нас дисбаланс. So some of our systems are not in balance, and it's creating a very disruptive balance, trying to get the body back to homeostasis. И когда мы говорим, что у нас есть шторм, что у нас есть дисбаланс, это когда, значит, наше тело пытается ввести в гомеостаз, то есть в полное идеальное состояние баланса. This will be represented in the body with things like diarrhea, or we may actually eject our food back up. Это может быть представлено в виде или диареи, или посредством рвоты. So the perfect is to have all of these 5 elements in balance. И, конечно, самая идеальная форма это, чтобы у нас все эти 5 элементов они были в балансе. The last of those 5 is the earth, which we know we live on the earth. И последняя составляющая категория это, конечно, элемент Земли. Понятно, что мы все живем на Земле. Our earth is our body, our physical structure. И наш, значит, элемент Земли в нашем теле это наше тело, это наша физическая структура. This is what keeps us grounded. This is the muscle, the bone, the firm parts of the body. Это то, что нас делает приземленными, то есть это мышцы, это кости, то есть наша основная структура. So this formula contains all the right things to balance all these different elements. То есть наша формула содержит все эти элементы для того, чтобы все у нас было в правильном балансе. So if you bring it all into balance, we call it homeostasis. И если вы приведете это все в баланс, мы все это называем, как известно, это называется гомеостазом. In Chinese medicine, they would call it yin and yang. А в китайской медицине это будет называться инь и янь. So when everything is in perfect balance, we feel good, we have energy. Когда все в идеальном балансе, мы все чувствуем себя хорошо, у нас много энергии. And we can engage in life. И мы можем быть вовлечены в жизнь. So this is a vitamin that you should take every single day. То есть это тот витамин, который вам необходимо принимать каждый день. Because we cannot be sure that we're going to get these ingredients in our food supply. Потому что мы не можем быть уверены, что мы получаем все эти ингредиенты в достаточном количестве посредством приема пищи. So I recommend every day to make sure you take your Vitabalance 2000. Поэтому я рекомендую вам принимать его каждый день, чтобы вы принимали Витабаланс 2000. All over the earth, no matter where you go today, the food supply is deficient in many vitamins and minerals. Вся земля, неважно куда бы вы поехали, она вся истощена и в ней не содержится достаточное количество витаминов и минералов. Many times the food it comes to us from the where it's grown, it's months of times have lapsed. Значит, и зачастую, когда мы покупаем или нам привозят пищу, почва, в которой это все выращивалось, она была уже использована много раз. Many vitamins and minerals, the key components of food, have been lost in this storage process. И очень много витаминов и минералов уже утеряно даже в момент перевозки или транспортировки или хранения пищи. This vitamin is actually safe for vegetarian, has no animal products. Этот комплекс, витаминный комплекс, он очень безопасен для вегетарианцев, потому что там в нем не содержатся животных составляющих. Many people take it with food, but you can also take it without food.
Многие люди принимают его вместе с едой, вместе с приемом пищи, но вы можете принимать этот комплекс без пищи. Since there's thousands of processes going on in the body every day, you could not afford to be without Vitabalance 2000. И так как тысячи различных действий наш организм производит каждый день, вы не можете себе позволить обходиться без Витабаланса. I want to challenge you to do this every day. Я хочу вас призвать, чтобы вы принимали его на ежедневной основе. Get all your family, all your friends, all the people around you taking this vitamin. Призовите всю вашу семью, всех ваших друзей, всех ваших людей, которые вас окружают, чтобы они принимали Витабаланс. And you will see your body and feel better at the same time. И вы увидите результат на своем теле, и вы также будете себя одновременно еще и чувствовать лучше. So thank you for your time Поэтому большое спасибо за ваше время, and enjoy it very much. и я уверен, что вы будете наслаждаться. Спасибо вам большое.